на моем канале. Мы сегодня будем вязать теплый кардиган из кос спицами. Значит, кардиган будет выполняться от рукава к рукаву, то есть по поперечному направлению. Его прототипом стал вот такой жакетик из интернета. Он у меня прям погорел, конечно, я поменяла. У меня будет вот эта резиночка немного короче и, конечно же, не жакет, а сам кардиган. То есть мое изделие будет выглядеть примерно вот так. Значит, вяжем от рукава к рукаву вот такими мягкими косами. Выполняем все из пряжи Naco Delim Sport. Значит, по составу здесь 60% хлопок, 40 премиум акрил. 100 грамм такой моточек, 265 метров, цвет 41-30. Значит, берем спицы так, чтобы вязать очень свободно. Смотрите, такая фишка, что я вязала очень свободно. Видите, насколько прозрачная моя петелька, как словно на машинке вязана, видите? Значит, я взяла для этого спицы 3,75, но вязала очень свободно. Если бы я вязала плотно, мне бы пришлось, наверное, 4,5. Вот если по спице плотно вязать 4,5, получила бы такую же плотность. Если у вас средняя плотность, берете 4,0. Маленькая, наоборот, очень свободная, то 3,75, как я. Значит, плотность вязания вот одного раппорта рисунка, а это у нас 2 косички, у меня в ширину 9 сантиметров. Вот 9 сантиметров, видите, даже не растянутом виде. На это я и делала все расчеты. Значит, вот такая выкройка у нас будет этого кардигана. И эта выкройка подходит для всех размеров от S до L. S, M и L. На M это будет легкий оверсайз. На S это будет свободный оверсайз, соответственно на L он будет как раз в пору. Если вы вяжете XL, вам нужно добавить один раппорт изначально. То есть изначально вот эта окружность, здесь половинка рукава 18, то есть у меня окружность рукава 36, у вас должна быть 45. XL, 2XL, 3XL, изначально берете 45. Затем здесь все по длине, также ширина тоже у вас больше. Значит, смотрите, чтобы получить вот эту нашу ширину 36 сантиметров. Так, давайте мы расправим все косы. Так, вот 36 сантиметров есть. Не растянутым. Видите, растянуть можно как хотите. А именно просто в распрямленном виде 36 сантиметров. Так, 36 делим на плотность вязания 9 сантиметров наши 2 косички. Это будет 4 раза выполнить раппорт. То есть 4 раза по 2 косички. Раз, 2, 3, 4. Я сразу высчитывала эту окружность таким вот способом. Откуда я ее взяла, точно спросите. Я вот так вокруг своей же руки. Вот, а носить я буду, если что, эльку, то есть я на себя впритык, так, чтобы даже моя дочка могла одеть, и на нее был оверсайз. Вот. Мне как раз 36 сантиметров, вот полностью на всю руку хорошо подойдут эти косы. То есть вот так я изначально себе мерила. Так, значит, 4 раза умножить, у нас 24 петли, вот эти 2 косички на 24. Это здесь должно быть 96 петель. Конечно же, плюс 2 кромочки, так? Вот 98. А вот я набирала фактически в 2 раза меньше. Значит, на 4 раппорта здесь 96 петель. Делим на 2. Добавляем одну петельку. Почему? Потому что мы начнем с одной изнаночной, закончим одной изнаночной. И из нее неудобно будет 2 петли делать. Никак. Поэтому вот одну петельку мы пропустим и ее сразу же добавим. И плюс 2 кромки. То есть я вот набрала 51 петлю. 51 петлю набрала. Вяжем резиночкой сколько нужно. Там около 12 сантиметров. Здесь у меня 4 сантиметра. Дальше, кроме кромки и крайних 2 изнаночных петель, каждую петельку вяжем 2 из одной. И переходим к вязанию кос. Еще раз скажу, косы нужно вязать очень мягкие. Значит, длина рукава у меня 45 сантиметров. Значит, это с тем, что ширина опустит плечо. То есть, поэтому рукав я вот такой брала. То есть, не будет именно наше изделие. 45 это получается примерно вот до сюда, а не как для рекламы. Поэтому берется и меньше.
Вот, 45 сантиметров длина рукава. Ну, это я даю для всех размеров. Смотрите, когда мы примерно около 38 сантиметров провязали, включая вот эту резиночку, я начала прибавки. Эти прибавки — это наша проймочка. Вот как проймочка вот здесь, так и здесь вот прибавка. Дальше набирается в одну сторону петельки переда, в другую сторону петельки спинки, вяжется все полотно вместе и делается убавка. Также здесь я нарисовала выкройку два варианта. 36 сантиметров длина от проймы, это для жакета, и на такое понадобится около 6 моточков вот этой пряжи примерно. И около 50 сантиметров уже для моего кардигана. На это потребуется примерно около 8 моточков. Ну, вот такое количество покупайте. Ну, точно, если уже есть все три части моего видео, то лучше посмотреть в конце, сколько всего ушло грамм. Тогда вы точно будете знать, потому что это все мы будем взвешивать. Берем маленькие спицы 3,25 мм. Хвостик оставляем примерно около метра. Петельки буду набирать классическим способом набора на 2 спицы. Вот 2 петли, 3 и так дальше. Значит, я всего набираю 49 для косичек плюс 2 кромки, это 51 петельку. 51 петлю классическим способом набора. Вот 51 петля набрана. Вытащить одну спицу и начинаем вязание резинки. Крайнюю снять, затем вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая и так дальше. Чередуем изнаночную и лицевую петельку. Вот изнаночная, лицевая, вяжите до конца ряда. Так, довязываю предпоследняя изнаночная и затем кромку тоже вяжем изнаночной петлей. Вот в одну сторону. Поворачиваем вязание, в другую сторону первую петлю снимаем, дальше 1 лицевая, 1 изнаночная, тоже резиночкой, лицевая, изнаночная, вяжем все петельки до конца ряда. Так, довязываю лицевая, изнаночная, предпоследняя лицевая и кромку вяжу изнаночной. Вот второй ряд. Вот эти два ряда мы повторяем дальше для резиночки. Снова первую снять и вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Продолжаем вязать до конца ряда. Так, резиночка я провязала 16 рядов, и в высоту это 4 сантиметра примерно, чуть даже капельку больше. Значит, дальше я меняю спицы, делаю прибавку и приступаю к вязанию кос. Значит, спицы берем большие. Я беру 3,75 мм, но буду вязать очень свободно. Если вяжете обычно, берете 4, а если очень плотно, то даже 4,5 мм. Значит, я вот так просто одну открутила, вторую прикручиваю. Значит, я должна сделать прибавку. Смотрите, кромки не делаем прибавку. С остальных я должна прибавить 2 петли. Одну петлю я набрала дополнительно, поэтому 2 вот эти изнаночные сразу, что после кромки, из них тоже не буду делать 2 петли, они 2 идут вот как 2, те, что прибавили. А с остальных я буду делать по 2 петельки, одновременно провязывая уже все в узор. Так, схемка прибавки у вас перед экраном. Значит, первую петлю снимаем, 1 изнаночная. Дальше с каждой следующей петли вяжем по 2. Лицевая за переднюю стенку, снять петельку, подхватить заднюю стенку и провязать петлю еще раз лицевой. Вот. Это 2 петли, видите, 2 с одной. Со следующей лицевая за переднюю, лицевая за заднюю стенку. Вот так. Снова я получила 2 с одной, то есть 2, 4. Со следующей петли 5 и 6 петли, со следующей 7 и 8 петли, со следующей 9 и 10. Вот.
10 петель у меня лицевых, то есть 5 раз я выполнила по 2 лицевых с одной петли. Дальше должно быть 2 изнаночных. Со следующей изнаночной я вяжу изнаночной за переднюю стенку, снять, подхватить заднюю стенку ближе к нам, ниточка перед вязанием, и еще раз изнаночной петлей. Вот так. Вот это все я повторяю, вот эти петельки. Значит, лицевая раз, и за вторую стенку лицевая 2. Так 5 раз. Лицевая, лицевая за заднюю стенку. Это 2. Лицевая за переднюю, лицевая за заднюю. Это 3. Лицевая за переднюю, лицевая за заднюю. Это 4. И лицевая за переднюю, лицевая за заднюю. Это 5. Из 5 петель я сделала 10 лицевых. Со следующей вяжем 2 изнаночные. Изнаночная за переднюю стенку, подхватываем заднюю, изнаночная за заднюю стенку. Вот так. Значит, вот это все мы повторяем. Так, здесь в конце вот 2 мы с последней лицевой, изнаночную только одну. Смотрите, вот это была одна и это одна. То есть 2 изнаночных у нас есть, как будет по узору, плюс кромку изнаночной петли. Вот готово. Работу разворачиваем. Второй ряд на изнанке. Первую петлю снимаем. Теперь раппорт рисунка будет 1 лицевая, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И снова лицевая. Вот эти 12 петель раппорт рисунка. Повторяем. Лицевая, то есть 2 лицевые подряд. 10 изнаночных. Это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и лицевая. И так повторяем вот до конца ряда. Так, довязываю второй ряд. Лицевая и кромку изнаночной петлей. Вот так. Значит, 3, 4 ряды вяжем петельки по рисунку. С лицевой стороны 3 ряд снять петлю. 1 изнаночная, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 1 изнаночная. Вот эти 12 петель далее повторяете. Изнаночная, 10 лицевых, изнаночная. Повторяем до конца ряда. Так, вот довязываю до конца, кромка в конце изнаночной петлей. Вот готов 3 ряд. Повернуть вязание. 4 ряд с изнаночной стороны, тоже по рисунку. Первую снимаем. Дальше 1 лицевая вязать. 10 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 лицевая. Эти 12 рядов, петель, извините, повторяете до конца ряда. Так, в конце кромку вяжем изнаночной петлей. Вот так. Значит, смотрите, провязали мы 4 ряда, включая ряд с прибавками. Значит, в 5 ряду будем делать перекрещение. Для перекрещения потребуются дополнительные спицы. Вот любую дополнительную спицу, это может быть такие вот специальные спицы для кос. Вот такие есть. Или просто чулочная спица, острая с 2 концов. Какая у вас есть. Значит, 5 ряд вяжется так. Первую петельку снимаем. Раппорт узора будет 1 изнаночная. Выполняем перекрещение 5 на 5 с уклоном вправо. На дополнительную спицу мы снимаем 5 петель. Вот так. 1, 2, 3, 4 и 5. И оставляем их вот так за вязанием. Сзади, видите? С левой спицы я вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь с дополнительной спицы петельки передвинуть другой конец. И мы должны 5 лицевых провязать с дополнительной спицы. Чтобы косички были мягче, я делаю вот здесь накид между этими и этими петлями. Потом этот накид будем спускать. Вот 5 петель я вяжу с дополнительной спицы. Это 3, 4 и 5. Далее вязать 2 изнаночных и 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, плюс 1 изнаночная. Значит, вот эти 24 петельки — это один раппорт рисунка. Всего у нас на рукаве таких 4 повтора. Второй повтор. Снова 1 изнаночная. Перекрещение с уклоном вправо. Давайте такой дополнительной спицей покажу. Снимается следующие 5 петель. 4, 5. И остаются они сзади, за вязанием. С левой спицы вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю накид. И тогда с дополнительной спицы петельки тоже провязываю как 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Так. Затем 2 изнаночных, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плюс 1 изнаночная. Вот видите, как раз половинка рукава. И повторить так еще дважды. Так, и кромку в конце вяжем изнаночной петлей. Вот такой 5-й ряд. Видите? 1, 2, 3, 4. 4 раза кос. Работу поворачиваем с изнаночной стороны. 6-й ряд. Первую петельку снимаем. Раппорт узора будет 1 лицевая. 10 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 лицевая. Повторяем. 1 лицевая. Здесь 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Мы над косичкой сейчас вяжем. Накид, вот он наш. Просто сбрасывайте, и распределяется вот эта ниточка накида на петельки косички. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Плюс 1 лицевая. Вот так, видите? Косичка получается свободнее. Довязывайте до конца 6-й ряд. Так, и кромка, конечно же, изнаночной петлей. Так, довязан 6-й ряд. Теперь смотрите, косички будут повторяться через 5 рядов, то есть в каждом 6-м ряду. Вот смотрите, вот после того, как мы сделали перекрещение, мы 1 ряд провязали с изнаночной стороны, затем еще 4 ряда с лицевой, с изнаночной, с лицевой, с изнаночной. Вяжем просто по рисунку, ничего не перекрещивая. Итого, сейчас у нас 7-й, затем также будет вязаться 9-й ряд. Первую петлю снимаем, 1 изнаночная, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 изнаночная. Это вы повторяете до конца ряда. Так, кромку не забываем изнаночные вязать. Вот готово. Работу разворачиваем. Первую петлю снимаем, с изнаночной стороны 1 лицевая, 10 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 лицевая. Это вы повторяете до конца ряда. Значит, это будет 8-й ряд, затем 9-й и 10-й ряды тоже по рисунку. Так, провязала я 5 рядов над косами. Как это проверить? Смотрите, вот дырочка, косичка. Вот видите, ставите сюда пальчик. Вот эта петелька, это именно ряд, где мы делали перекрещение всегда. А тогда сверху считайте: изнаночный ряд 1, лицевой 2, изнаночный 3, лицевой 4 и изнаночный 5. 5 рядов сверху. Вот так каждую косичку тоже поставили. Вот это ряд перекрещения. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов сверху. Так вы точно будете знать, что вы провязали то количество рядов, что нужно. Значит, всего у нас провязано 10 рядов от резинки. Так, затем в 11 ряду перекрещения делаем такие же, то есть на тех же местах. 11 ряд вяжется в точности, как мы вязали 5 ряд. Одновременно смотрите, как легко скользят мои петельки. Вот, видите?
Я очень свободно стараюсь их вязать. Если у вас получается плотно, увеличьте размер спиц. Иначе у вас вот это изделие будет слишком набито, а оно должно быть мягенькое. Итак, у нас косы плотные, само изделие должно быть очень мягенькое. Первую петлю снимаем. Значит, 1 изнаночная. Выполняем перекрещение. Так, эти петельки назад с уклоном вправо. На дополнительную спицу снять 5 петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Эти петли оставляем сзади за вязанием. С левой спицы вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем обязательно накид, чтобы мягче были косы. 5 лицевых с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так, видите? Есть перекрещение. Дальше 2 изнаночные, 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1 изнаночная. Последние 24 петельки вы повторяете дальше для узора. Так, и кромку, и изнаночный. Вот провязали 11 ряд, видите, вот так повторные косички. Значит, опять над косичками 5 рядов сверху вяжется просто по рисунку. Значит, 12, 13, 14, 15, 16 ряды. Одновременно в 12 ряду мы сбрасываем накиды. Так, значит, давайте 12 ряд. Первую петлю снимаем. Вяжем 1 лицевая, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, лицевая. Повторяем, лицевая, 10 изнаночных, 2, 3, 4, вот 5 изнаночная, сбрасываем накид, видите, сразу распределяется накид между петельками, 6, 7, 8, 9, 10 и лицевая. Значит, так до конца ряда 12. А дальше вот еще 4 ряда, вам схемка туда-назад, просто по рисунку. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Но это легко. Так, провязала я снова 5 рядов над перекрещением. Видите, раз перекрещение, 2. Перекрещение, проверьте, оно мягенькое у нас. Вот. С лицевой и с изнаночной стороны. Самая вязка, видите, просвечивается мягенькая. Проверьте, что у вас тоже так. Значит, вот петля перекрещения, дальше 1, 2, 3, 4, 5 рядов свыше. И это 16 рядов провязано. Значит, в следующем ряду мы такие же перекрещения будем делать на второй половинке. Значит, мы с лицевой стороны первую петельку снять. Раппорт узора будет 1 изнаночная, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь просто лицевыми. Далее 2 изнаночных, а на этой половинке у нас будет перекрещение. Так, на дополнительную спицу я снимаю 5 петель. 2, 4, 5. И оставляю их сзади за вязанием. С левой спицы вяжем 5 лицевых. 2, 3, 4 и 5. Значит, делаю накид. Затем петельки с дополнительной спицы, передвинуть другой конец и тоже вяжем как 5 лицевых. 3, 4 и 5. Так, плюс 1 изнаночная. Эти 24 петли повторяем всего 4 раза. Так, кромку в конце вяжем изнаночной петлей. Значит, вот так выглядит перекрещение на второй половинке. Снова после этого перекрещения 5 рядов просто по рисунку. Изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Одновременно спуская накиды. Первую петлю снимаем, 1 лицевая, 10 изнаночных, 3, 4, 5, сбросить накид, 6, 7, 8, 9, 10, плюс лицевая. Значит, рисую вам схемку этих 5 рядов, туда-обратно, туда-обратно. Вяжете просто по рисунку. И снова провязала я сверху 5 рядов. Считаем перекрещение. 1, 2, 3, 4, 5.
Значит, в следующем 23 ряду мы вяжем то же самое, что вязали в 17. Такие же перекрещения. Значит, первую петлю снимаем. Раппорт рисунка 1 изнаночная, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 2 изнаночных. Выполняем перекрещение. На дополнительную спицу снимаем 5 петель. 3, 4, 5. Оставляем их за вязанием. С левой спицы 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю накид. И с дополнительной спицы еще 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот выполнили перекрещение. Еще 1 изнаночная. Такой раппорт рисунка повторяем до конца ряда. Так, кромку изнаночной петлей. Вот я довязала 23 ряд. Видите, какое красивое перекрещение. Снова 5 рядов сверху просто по рисунку. Одновременно в первом ряду сбрасываем накиды. Первую петлю снимаем. 1 лицевая, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид сбрасываем. 6, 7, 8, 9, 10. И 1 лицевая. Довязываем до конца 24 ряд. Дальше 25, 26, 27, 28. Угу. Так, смотрите, снова провязано 5 рядов сверху, перекрещение, 1, 2, 3, 4, 5. Ну и снова повторяются косы. То есть снова вот здесь косички у нас будут. Так, первую петлю снимаем, вяжем 1 изнаночная, выполняем перекрещение 5 на 5 с уклоном вправо. На дополнительную спицу снять 5 петель, 2, 3, 4, 5 и оставить их за вязанием. С левой спицы 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и затем с дополнительной спицы 5 лицевых, 2, 3, 4 и 5. Вторая половинка просто вяжется лицевыми. Значит, здесь 2 изнаночных и 10 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плюс изнаночная петля. Вот так, видите? Вот косичка продолжается. Значит, таким образом мы вяжем рукав, повторяя фактически 24 ряда схемки. Вот наша схемка полностью. Повторяйте ее в длину рукава. Значит, вот такой получается у меня рукавчик. Видите, должна косичка вся быть свободной, вот легкой. Вот так. Так, значит, сколько перекрещений я сделала? Значит, 1 раппорт, 2, 3, 4. 4 раппорта точно. И следующая косичка вот здесь. Значит, общая высота сейчас 38 сантиметров. Я на высоту и ориентировалась. Вот 38 сантиметров от наборного края. Если вам видно. Значит, дальше я продолжаю вязать рукав уже до конечной длины, но одновременно подбираю петельки по краях. Сначала по одной петле. Прибавлять петельки мы должны сразу по рисунку. К примеру, смотрите, 2 изнаночных, 10 лицевых, 1 изнаночная и кромка. Значит, после кромки я должна прибавить изнаночную петельку. Так, первую петлю снимаем. Изнаночную будем прибавлять с уклоном влево, то есть к полотну. Значит, если это изнаночная, прибавляем той спицей, которую сторону прибавляем, то есть левой спицей. Всегда подхватываем петельку из протяжки вот так, сзади наперед. Получается, что у нас правая стенка спереди, а левая сзади. Провязываем ее изнаночной за переднюю стеночку. Вот так. Это прибавленная изнаночная с уклоном влево. Если вы повернете, вы видите, что здесь лицевая с уклоном вправо, то есть к полотну. Все верно. Так. Дальше по рисунку еще 1 изнаночная и наше перекрещение. На дополнительную спицу я снимаю следующие 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Остаются они сзади за вязанием.
С левой спицы 5 лицевых, 3, 4, 5. Делаем накид и с дополнительной спицы тоже 5 лицевых, 3, 4 и 5. Так, далее 2 изнаночных, 10 лицевых и так дальше. Значит, по рисунку я вяжу все петельки до последней кромки, до последней петли. Так, довязываем. 1 изнаночная, 1 петля осталась, прибавляем изнаночную с уклоном вправо. Изнаночная вправо, значит, подхватываем правой спицей. Тоже вот так сзади наперед подхватили петельку, одеваем ее на левую спицу. Правая стеночка теперь спереди, левая сзади. И провязываем изнаночной за заднюю стенку. То есть вот так ниточка перед вязанием, повернули спицу, подхватили заднюю стенку и провязали изнаночной петлей. Это прибавка с уклоном вправо изнаночной петли. И кромку тоже изнаночной. Вот так, видите, по одной петли с каждой стороны я сейчас прибавила. Дальше поворачиваем вязание. Первую петельку снимаем и вяжем все по рисунку. То есть теперь будет 2 изнаночных, 10 лицевых и так дальше по рисунку до конца ряда. Так, здесь в конце также 2 лицевые и кромка изнаночной. Так, работу поворачиваем. Так, мы снова с лицевой стороны. В каждом лицевом ряду будем прибавлять по петельке. Значит, мы прибавили в прошлом ряду по изнаночной. Дальше должны быть следующие 10 лицевых. Поэтому будем прибавлять лицевые петли. Так, прибавляются они так. Первую петлю снимаем. Значит, прибавить петельку мне нужно с уклоном влево. Если изнаночная с уклоном влево подхватывается левой спицей, то лицевая всегда наоборот, правой спицей. Смотрите, правой спицей подхватываю сзади наперед вот так петельку из протяжки. Одеваю ее на левую спицу. Тоже правая стенка у нас находится спереди, левая сзади. Лицевой провязываем скрещенной, то есть за левую стенку, за заднюю стенку. Прибавленная лицевая с уклоном влево. Так, дальше я вяжу по рисунку. Значит, 2 изнаночных, 10 лицевых. По рисунку выполняем все петли до последней петли. Так, с другой стороны я довязываю 2 изнаночных и выполняю прибавку так, с уклоном вправо. С уклоном вправо лицевой петли, значит, левой спицей подхватываем протяжку вот между петлями. Вот так. Правая стенка находится сзади, левая спереди, лицевой провязываем за переднюю стенку. Вот прибавлена лицевая петля и кромку изнаночной. Значит, вот так будем прибавлять петельки в каждом лицевом ряду. Дальше одну изнаночную, остальные дальше будут прибавляться лицевыми. С изнаночной стороны их просто вязать по рисунку. Первую петлю снимаем, 1 изнаночная. Далее 2 лицевые, 10 изнаночных. Вяжем до конца ряда. Так, значит, продолжаем прибавки в каждом лицевом ряду. Опять вот лицевой ряд, я еще раз покажу эту прибавку. Значит, первую петлю снимаем. Прибавить нам нужно лицевую с уклоном влево. Значит, правой спицей подхватываем, одеваем на левую спицу, лицевой провязываем за заднюю стеночку. Вот так. И дальше все по узору до последней петли. Так вот довязываем до последней петли. Выполняем прибавку с уклоном вправо. Значит, левой спицей подхватываем петельку из протяжки, лицевой провязываем за переднюю стеночку и кромку сразу же изнаночной. Видите, я повторила прибавку. Значит, так дальше прибавляем по одной петле в каждом лицевом ряду. Так, вот довязала я полностью рукав. Смотрите, выполнила прибавки, в каждую сторону прибавив по 10 петель. Значит, у меня прибавлялась 1 изнаночная и 9 лицевых, плюс наша кромка. Итого получилось 2 изнаночных, 10 лицевых в одну сторону, 2 изнаночных, 10 лицевых в другую сторону. Здесь еще не хватает по 1 изнаночной, да, и был полноценный раппорт. Так, вот. Значит, общая высота. То, на что мы должны в первую очередь ориентироваться, это длина рукава. 45 сантиметров есть.
Значит, дальше я должна приступать к вязанию тела. Кстати, по пряже сразу скажу, вот здесь поменялся моточек. То есть последний сантиметр, это уже новый моточек, остальное это 100-граммовый моток у меня полностью ушло на вот один рукав. Там, кто себе рассчитывает ниточки, как я. Так, дальше наша выкройка. Мы должны набирать петельки. Вот пройма получилась 44, то есть 22 у меня. Это на размер от S до L. У кого больше размер у вас изначально было 22,5, и здесь будет еще плюс, фактически по косичке с каждой стороны. Так, дальше мы должны набирать вот на длину. Я набираю 50 сантиметров минус вот эту резиночку. Резиночку будем обвязывать в конце. Кто вяжет жакетик, то 36 сантиметров минус резиночка. Значит, резиночка это примерно около 4 сантиметров. Значит, 50 минус 4, это 46 сантиметров мне нужно набрать. Делим на 9 сантиметров наши две косички. Вот 5 раппортов я должна набрать, плюс недостающуюся изнаночную и плюс кромку. Так, 5 раппортов умножить на 24 петли в одном раппорте, это 120 петель, плюс недостающаяся изнаночная для вот этого раппорта, это 1, и плюс кромка, еще 1. Вот, 122 петли я должна набрать. Так, 122 петли в каждую сторону. Если для полочки, то с другой стороны для спинки тоже 122 петли. Так, значит, я один изнаночный ряд распустила, так, чтобы последний у меня ряд был там, где выполнены перекрещения. На любой стороне, если вы другую длину вяжете, можете на это не важно. Главное, чтобы было вот последний ряд перекрещения, то есть закончен у меня лицевой ряд. Тогда в конце лицевого ряда я дополнительно набираю 122 петли, как мы рассчитали. Значит, ниточку оборачиваю вокруг указательного пальца, вот так. Поворачиваю, одеваю на спицу. Это первая петля. Стянуть. Снова обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Вторая петля. 3, 4, 5 и так дальше. 122 петли мы набираем от одной ниточки. Так вот, 121, 122. 122 петли я набрала вот в конце лицевого ряда с последнего с перекрещениями. Это у нас будет наш или полочка. Так, работу поворачиваем мы с изнаночной стороны и сразу это все включаем в узор. Значит, первую кромку всегда будем снимать, но после такого набора ее один раз нужно провязать лицевой. Так, дальше по рисунку. Вот это лицевая петля. Следующие 10 изнаночных, так как мы с изнаночной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Еще плюс одна лицевая. Вот. Это раппорт рисунка от дневной косички. Так и так вы повторяете. Одна лицевая, 10 изнаночных, одна лицевая на всех полностью петельках. Так, значит, вот в эту сторону я довязываю. У меня в конце получается 2 лицевые, 10 изнаночных. Так. И тоже в эту сторону добавляем 122 петли. Нить, обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Вот 1, 2, 3 и так дальше. 122 петельки набираем уже для спинки. Так, вот набрала в другую сторону 122 петли. Вот так, видите? В одну и в другую сторону. Значит, здесь тоже приступаем. У нас следующие 5 рядов, ну, один уже провязали с изнаночной стороны, то есть еще 4, вяжется просто по рисунку. Так. Первая кромка после набора провязывается лицевой. Далее раппорт рисунка 1 изнаночная, 10 лицевых. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, назад, вот и 10. И еще одна изнаночная. Такой раппорт рисунка вот с лицевой стороны. Значит, так вяжем над всеми петлями. Затем туда и обратно, туда и обратно. Так, что у нас всего на спицах? Было 98, плюс мы добавили 10, 10, пока прибавляли петельки. Плюс набрали 122 с одной стороны, 122 со второй стороны, 362 петли для размера S-L у меня сейчас на спицах. Все, продолжаем вязать. Так, вот смотрите, вот, длина 1 и длина 2. Значит, когда я провязала, вот, 5 рядов после перекрещения, 1, 2, 3, 4, 5, и следующую косичку должна вязать, то вот здесь на новых петельках уже тоже я готова вязать эту же самую косу. Так, значит, смотрите, так, здесь, вот здесь должно быть перекрещение, значит, вот эту пропускаем, перекрещение пропускаем, перекрещение пропускаем, перекрещение пропускаем, перекрещение пропускаем, перекрещение пропускаем. Значит, перекрещение у нас со второго мотива начинается. Так, первую петлю снимаем, дальше вяжем 1 изнаночная, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Далее 2 изнаночных. И посмотрим, как же будет перекрещение на новых петлях. Значит, на дополнительную спицу я снимаю следующие 5 петель, оставляю их сзади за вязанием. С левой спицы вяжем 5 лицевых, 3, 4, 5. Делаем накид. И с дополнительной спицы также вяжем 5 лицевых, 3, 4 и 5. И так дальше. Вот видите, косичка хорошо уже помещается. Все, мы продолжаем вязать все вот эти петельки, полностью спинку, плечо, можно сказать, и полочку. Вот, следующие 15 сантиметров. На этом конец первой части. В следующей части мы приступим к вязанию горловинки и спинки и полочки раздельными деталями.